Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам о среднеформатной камере Fujifilm GFX 100. Долговато я роликов не выпускал, продуктивность, конечно, упала из-за того, что очень сильная жара сейчас в Санкт-Петербурге. Даже сейчас я сижу, на самом деле, ниже пояса полностью голый, потому что иначе у меня яйца вспреют. Ну и мне не хотелось просто сидеть перед, собственно, камерой с освещением всему взмокшему, и чтобы у меня рожа еще блестела. Сегодня вот относительно прохладно, уже ночь, и я решил как раз видео записать наконец. В этот раз опять камеру подогнал мне на обзор мой подписчик, ну уже, можно сказать, хороший приятель. Очень ему благодарен за это. Ссылочка на его соцсети будет в описании, если будет интересно. Он довольно неплохие фото всяких автомобилей делает. Ну а я продолжаю настаивать на том, что обзоры на камеры необходимо делать это или на свои собственные, или же на те, которые дали тебе друзья попользоваться. Ну потому что если ты берешь камеру на обзор у производителя, то, особенно если это предсерийный какой-нибудь образец, например, да, и тебе она достается одним из первых, и ты, можно сказать, первый день ее релиза выпускаешь ролик, очевидно, что как-то будет не очень удобно, если ты ее будешь засирать, или с тобой производитель в будущем не будет работать, если ты ее засрешь сильно, да и самому как-то дискомфортно. Также я считаю, что крайне никчемные обзоры те, которые делают магазины фототехники самостоятельно. Неужели вы всерьез думаете, что они будут озвучивать какие-то серьезные недостатки? Ведь эти камеры им потом еще и нужно будет продавать. Они, конечно, могут мимоходом упомянуть какую-нибудь небольшую проблемку, но так, чтобы она звучала как-то на заднем плане, на фоне и сильно ее не выпячивать. Это да, чтобы казалось объективным. Но конкретно эту камеру, про которую мы сегодня будем разговаривать, Fujifilm GFX 100, я видел только какие-то очень уж беззубые обзоры или обзоры, где ее просто облизывают. Ну, я, естественно, тоже целью своей, чисто против мейнстрима, чтобы пойти ее там засрать, не ставлю. Сразу говорю, что GFX 100, она не лишена недостатков, но в целом многие вещи мне в ней довольно-таки сильно понравились. Я, конечно, постараюсь быть максимально объективным, хотя у меня и был довольно сильный соблазн глумливо десакрализировать средний формат, особенно после некоторых комментариев под моими видео, где я, допустим, засираю какой-нибудь полный кадр и хвалю в то же время микро 4/3 или APS-C. Я, если что, читаю комментарии, пока у меня еще подписчиков не миллионы, могу себе позволить прочитать почти что все, что пишут. По мне так все едино, хоть там камеры с матрицей 1.1.7, хоть 100-мегапиксельный средний формат. Главное, чтобы камера могла сделать кадр, который от нее требуется в моей какой-нибудь ситуации. И вот я как раз говорю, что полный кадр и средний формат, они нужны для определенных целей. Они не очень-то на самом деле универсальны, но иногда камеры с крупным сенсором крайне полезны. Но если вы не дурачок, вы понимаете, что по-настоящему универсальными камерами являются или какие-то мелкоматричные, или просто сами по себе компактные камеры, ну потому что ты их можешь где угодно таскать, взять с собой, все что угодно снять. Бог с ним, что это будет не самый лучший кадр. Самое важное, что ты этот кадр сделаешь. То есть постоянно таскать с собой, например, какой-нибудь средний формат, чтобы получить огромного разрешения безупречную картинку, ты не будешь. А какой-нибудь компакт, который можно кинуть в карман, вообще без проблем. Для меня крайне важно удобство и ширина возможностей, которые дает мне камера. При этом какого-то пиетета перед размерами матрицы я не испытываю. Поэтому мне крайне смешно, когда какой-нибудь дед, снимающий на сраную устаревшую зеркалочку какие-нибудь свадьбы в Мухосранске, начинает мне задвигать сложно сочиненные какие-то рассказы про воздушность, пластичность картинки. Ну ладно, меня опять понесло немножко в какие-то лирические отступления. Давайте-ка вернемся все-таки к Fujifilm и их средним форматам. Фуджики вообще долгое время были, ну, при наступлении этой цифровой эры, были, ну, скажем так, на периферии фоторынка. При медленном, но верном, таком постепенном умирании рынка фотопленок Fujifilm все-таки не растерялись. Они довольно-таки удачно диверсифицировали свой бизнес, стали скупать какие-то компании, заниматься другими бизнесами, которые лишь опосредованно как-то были связаны с фото и с фотопечатью. Например, Fujifilm владеют на текущий момент такой известнейшей компанией, как Xerox, которая вообще стала именем нарицательным для копиров. Также они производят и жидкокристаллические дисплеи, и комплектующие для их производства. И на долгое время фототехника стала не основным, а побочным делом для компании. Они, конечно, продолжали делать достаточно интересные камеры, ну, если смотреть не на всякие мыльницы и суперзумы, а на те же, например, какие-нибудь премиальные компакты или на классные APS-C камеры с матрицами Super
CCD. Но фуджики с такими матрицами выходили на шасси от Nikon. Например, Fujifilm S5 Pro был выпущен на основе Nikon D200. Ну, естественно, там стояла фуджиковская матрица, фуджиский процессор, то есть, ну, при этом вся эргономика, корпус и байонет были от Nikon. Ну, соответственно, туда вставали и никоновские кропнутые стекла на нее. Настоящим же возрождением интереса к их технике стал выпуск уже своей собственной X-серии. Начиная с APS-C камеры X Pro 1, они запустили свой X-байонет. Тогда же они стали продвигать достаточно интересную идею с нерегулярным расположением цветных фильтров на матрице, так называемый X-Trans. Про это я достаточно подробно рассказывал в своем обзоре на Fujifilm X20. Вот тут сейчас ссылочка в уголочке появится, можете пойти посмотреть. Ну, в общем, запустили они эту X-серию, и стало это для них своеобразным прорывом, потому что народ это прозвал лейкой для бедных, потому что они были достаточно доступны, и при этом довольно неплохого качества была и оптика, и сами камеры. Ну, я имею в виду для тех лет. Сейчас, конечно, я бы X Pro 1, наверное, не хотел бы пользоваться. Простому народу, в общем-то, зашел уютный ретро-дизайн, а также интересные пленочные пресеты в JPEG. Можно сказать, что people схавал, и у фотоподразделения Fujifilm вот тогда уже дела пошли по-настоящему в гору. Ну, и они закрепили этот успех тем, что реанимировали моментальную печать, когда выпустили свои камеры Instax. Маленькие ванильные девочки по всему миру были счастливы этой новинке. Но стоит признать, что картриджи у этих камер были действительно сделаны по уму и были гораздо демократичнее, чем те, что у Polaroid. Я даже как-то попробовал поснимать на Instax 90 и скажу, что довольно неплохая игрушка, веселая. Как раз когда я пробовал вот этот Instax в 2015 году, появились первые слухи, что Fujifilm разрабатывает что-то новенькое. Тогда поползли слухи, что они могут выпустить с новым байонетом полный кадр. Но когда в 2016 году они официально анонсировали свою новую камеру, стало понятно, что они пошли еще дальше и выпустили сразу же средний формат GFX 50S. При этом он был достаточно недорогим по сравнению с остальными средними форматами, и у него были в то же время гуманные цены на объективы. Тогда они действительно сделали средний формат гораздо ближе к народу и сбили с него вот такой некий налет элитарности. Хотя в том же году и Hasselblad выпустили свой компактный средний формат X1D. Эта камера была лишь немногим дороже, чем у Fujifilm, но у них были объективы с центральным затвором, которые стоили гораздо дороже, нежели у Fujика. Хотя стоит признать, камера от Hasselblad была гораздо более сексуальной. Естественно, когда Fujifilm GFX 50S прибыл в Россию, я сразу же пошел его потеребил, сделал каких-то случайных кадров. Получилась полная херня, я их даже не сохранил. Камера была здоровенная, тяжелая, крайне неудобная дура, да еще и с хреновым фокусом. В целом она для студийной какой-то съемки годилась наверняка, но для каких-то моих целей она вообще нахрен не нужна. Нужна она только для каких-то очень уж специфических целей, и поэтому я просто повертел ее в руках, положил на полочку и пошел снимать дальше на микро 4 третьих и кайфовать. Через пару лет Fujifilm выпустили гораздо более интересную камеру. Это была GFX 50R. Она являлась, по сути, уменьшенной копией GFX 50S и в то же время была некой данью уважения среднеформатным дальномеркам Fujifilm, которые снимали еще в пленочную эпоху. Ну, там у них были такие прикольные дальномерочки с 645 кадром. Ее тоже, конечно же, попробовал. Пользоваться ею было уже гораздо приятнее. Но автофокус был все еще только контрастным и очень медленным. Это, конечно, отталкивало. И вот в 2019 году вышла GFX 100. Вот эта огромная, могучая камера, мощная, которую мы сегодня будем обозревать. Тут уже наконец появился гибридный контрастно-фазовый фокус. Матрица уже имеет разрешение на 102 мегапикселя. При этом у камеры появился отличный 5-осевой стабилизатор. Так что я надеюсь, вы налили чаечка, чтобы слушать то, что я сейчас тут буду излагать. Сейчас мы про нее очень подробно поговорим. Ну и традиционно начнем тогда с обзора ее эргономики и того, насколько удобно ей вообще пользоваться. Вот ведь неожиданность. Камера огромная и тяжелая, но при этом все же не столь громоздкая, как средние форматы прошлого. По форме, в общем, габаритам она примерно как какой-нибудь, ну, наверное, полнокадровый флагман с батарейной ручкой. Или даже какой-нибудь Olympus EM1X на микро 4 третьих. Но объективы тут при равных в эквиваленте фокусных всегда больше и тяжелее значительно, так как сенсор тут все-таки также значительно крупнее. У меня вот сейчас объектив 32-64,
миллиметра, и фокусные тут весьма запарно считать в уме. Кропы-то легко достаточно умножаются в голове, просто там на 1,5 или на 2, а тут нужно перемножать на 0,78. Так что выходит, что в эквиваленте у меня примерно 25 на 50 мм. Для дотошных точные цифры напишу вот повыше. В общих чертах тут дизайн очень нетипичный для Fuji. Они, создавая эту махину, все-таки решили отказаться от ретро в пользу какого-никакого удобства. Но качество материалов тут, конечно, на том же уровне, как и у APS-C камер. Да, тут, естественно, могучий корпус из магниевого сплава, но покрыт он также достаточно фиговой краской, которая легко царапается. Цвет у камеры приятный, это такой, я даже не знаю, как Space Gray яблочный наподобие окрас вот этот вот можно назвать. Массивная, очень удобная ручка имеется здесь. Этот хват, он покрыт таким шершавым, очень неприятным на ощупь материалом. Конечно, да, он не скользит, лежит в руке камера вообще отлично, уверенно. Ну, правда, она настолько тяжелая, ее действительно хорошо, удобно держать одной рукой, но настолько тяжелая, что я при достаточно интенсивном использовании пальцы натер мозоль аж немножечко до крови вот этим вот выступом. Но это можно перетерпеть, у людей с чуть более грубыми руками вообще проблем возникнуть не должно, особенно... Я прям живо себе представляю какого-нибудь там шахтера или заводчанина, который купит себе вот эту камеру за 10 тысяч долларов и будет снимать всякую херню. В общем, как я уже сказал, текстура шершавая, она, конечно, классная, действительно рука не скользит по ней, но у нее такой, я не знаю, то ли сам материал такой, то ли, может быть, как-то не очень пористо все это выглядит. Рука очень сильно потеет, заставляет этот материал руку потеть, вообще греется он на солнце также ужасно, прямо раскаляется. Ну а дополнительный вертикальный хват здесь вообще голенький, тут просто голый металл снизу, что, ну, вообще так себе. Но, да, чуть-чуть сильнее скользит, конечно, но в руке также лежит достаточно уверенно. Ну что можно сказать про дополнительный хват, вот этот вертикальный? Дублирует он все органы главное управления, то есть такие же кликабельные и крутящиеся колечки, как и в обычном варианте. Но тут почему-то находится рычажок Lock, вот этот вот Lock и Unlock, вместо кнопки включения. То есть даже если ты уже изначально взял камеру вот так, в этом положении, то ты не можешь сразу включить камеру, тебе надо ее вот здесь вот включить сначала, а потом уже здесь спокойно щелкать, разлочив ее. Это крайне неудобно, на самом деле лучше бы здесь поставили просто такую же кнопку включения, а Lock-Unlock куда-нибудь на корпус разместили, благо места тут полно, куда его можно было бы разместить. Ладно, это придирки, но вот вторым джойстиком, который здесь находится, действительно неудобно управлять, потому что он находится на месте, где на корпусе идет изгиб, и он прямо вот на этом изгибе находится. И изгиб этот буквально уменьшает амплитуду воздействия пальцем на него, и прям правда неудобно. Что помешало сдвинуть этот джойстик чуть левее или чуть правее, я, честно говоря, теряюсь в догадках, не знаю, почему они этого не сделали. В целом, джойстики оба, что этот, крайне маленькие, очень неудобные. Могли бы для такой особенной камеры сделать их форму, ну, несколько посолиднее. Хотя, возможно, у Fujifilm таких джойстиков завалялось огромное количество еще со времен X Pro 2. Надо же как-то их использовать. В общем, и тут у меня складывается ощущение такой непонятной какой-то экономии. Вообще, меня довольно сильно раздражает минимализм на современных камерах Fujifilm. Слишком на них мало как-то органов управления. И тут, казалось бы, тоже какая-то зияющая пустота вот в этом месте, где хотелось бы увидеть сколько-то кнопочек. Но по факту, на самом-то деле, этой камерой очень удобно управлять. Тут кнопок и колесиков просто по всему корпусу разбросано, хоть жопой ешь. И что интересно, органы управления-то эти раскиданы достаточно грамотно по корпусу. Спереди и сзади колесики, которые крутятся, да еще и кликабельны, к тому же оба. По всему корпусу разбросано огромное количество кнопочек. Причем каждая из этих кнопок совершенно спокойно программируется вообще на любую функцию. В общем, любой человек сможет ее настроить как ему удобнее.
да и вообще просто ее легко настроить под любую задачу. При этом мне также нравится то, что практически всеми этими кнопками, всем этим многообразием органов управления можно управлять спокойно одной рукой. Даже рычажок переключения режима фокусировки они вынесли вот сюда, хотя обычно он на корпусах у Фуджика где-нибудь или сбоку, или спереди, что не очень удобно бывает иногда. Единственный орган управления на другой стороне камеры — это колесико Drive. Оно лучится вот этой кнопочкой, и его можно переключать. Тут 3 положения, и в каждом открываются свои подпункты. Ну и с этой стороны еще кнопку удаления они запихали. Но к ней не так уж часто обращаешься, так что ничего страшного, что она здесь находится. А еще тут куча классных экранчиков наверху. Вот этот вот есть информационный экранчик, где он с электронными чернилами. На него выводятся вот виртуальные диски. То есть, если ты вот здесь что-то переключаешь, то у тебя они как бы крутятся здесь. Это очень наглядно и очень удобно. Также тут отображаются, в принципе, параметры съемки, которые у тебя были выставлены в последний раз, когда камера была включена. Сейчас камера выключена, если что, и он всегда показывает тебе параметры съемки, на которых ты ее отключил. Кстати, рядышком здесь находится большая кнопка переключения режимов. Потому что здесь колеса для переключения режимов нет, и также, сейчас у меня в режим приоритета диафрагмы, потому что я колесиком на объективе управляю диафрагмой. И также тут есть подсветочка, если ты в ночи снимаешь, хотя в ночи даже вот и это хорошо видно. Сзади у камеры размещен крупный дисплей с высоким разрешением, тут 2 миллиона 360 тысяч точек, как у некоторых вообще EV до сих пор. Снизу тут находится дополнительный маленький экранчик, куда можно очень удобно убрать всю информацию, чтобы освободить основной дисплей. Можно вывести сюда, например, гистограмму и так далее. Достаточно интересное решение. Я вот, например, всякие такие настройки не особо интересные, типа экспокоррекции и вот этой прочей лабуды, все сюда вынес. Основной дисплей здесь сдвигается как вниз, так и вверх, естественно. Все как обычно, но также он имеет возможность сдвига, вот здесь, если нажать кнопочку, вот так немножко вбок. Эта конструкция примерно идентична той, которая у XT3, например. Честно говоря, лучше бы сделали полностью поворотный экран, как на XT4. Но этот экран, он не слишком яркий и слепнет достаточно сильно на солнце, так что я почти все время использовал электронный видоискатель. Вот так вот здесь снимается заглушка с горячего башмака и устанавливается сюда в горячий башмак электронный видоискатель. И я про него скажу одну вещь: он просто божественный. Разрешение у него 5,76 миллиона точек, 0,86 увеличение, картинка ясная и четкая. Можно, кстати, на него еще переходник поставить, чтобы из разных положений можно было через него визировать. Единственное, что когда он надет, он закрывает половину экранчика, если ты смотришь сверху, то есть снимаешь с какого-нибудь нижнего положения сам. И также у него не так уж сильно отодвинут, в общем-то, вот этот вот наглазник от корпуса, и я частенько, чтобы частенько, пару-тройку раз точно носом экрана касался, и сбивалась у меня точка фокусировки в другое место. Здесь, экранчик-то этот все-таки сенсорный, тут еще у него есть дурацкое управление жестами, да ладно, в общем. Я не стал отключать его сенсорность, потому что, мне удобно листать фотки просто пальцами, как на телефоне, и выбирать иногда точку фокусировки тоже бывает удобно. Батарейный отсек тут так вот залочен, выдвигается из него вот такая вот, получается, я не знаю, как это называется, кроваточка с 2 батарейками довольно здоровенными. У них я бы не сказал, что какой-то супер впечатляющий объем, но при этом они достаточно энергоэффективны. Полностью заряженной такой парочки хватает примерно на 800 тысяч кадров, что довольно впечатляюще для этой камеры, даже очень. Есть также возможность заряжать камеру по USB Type-C. Даже, кстати говоря, от Powerbank она отлично заряжается. Тут же находится HDMI. Это для вывода картинки на рекордер, если вам это сильно нужно. Раз уж мы заговорили о рекордерах, тут есть еще и полноценные разъемы для микрофона и наушников. Да, камера вот эта вот здоровенная пишет 4К 30 FPS без кропа, что интересно. Но я не представляю, каким надо быть дурачком, чтобы обращать внимание на видеовозможности этой камеры. Зачем? Кто на нее видео вообще снимать будет? Что за дебил? Скорее всего, Fuji это сделали чисто по приколу. Резиночки вот эти, кстати, вообще не ахти. Так себе они
по ощущениям, они даже, в принципе, не плотно прилегают и немножечко люфтят. Думаю, не нужно объяснять, что камера такого класса обладает пыли и влагозащитой. Гораздо более качественно здесь исполнен отсек для карт памяти. Тут два слота под UHS 2 карты. Какой-нибудь дотошный мудачок мог бы возопить, конечно, что, мол, а что здесь, почему здесь нет XQD? Но нафига здесь вообще XQD, если на обычную SD-карту файлы записываются достаточно быстро. Серия эта камера никаких особых великих не делает, да и видео здесь не 8К. Зачем здесь XQD? Здесь в нем необходимости вообще нет никакой. Прежде чем приступить к подробному разбору картинок, я напомню, что хоть на объективе и написано 32-64, это эквивалентно, если перекладывать на полный кадр, 25-50. И светосила хоть и f4, но глубина резкости и бокешка будут соответствовать примерно f2.8. Держите это в уме. Объектив, кстати, весьма хорош. Неплохо держит контровой свет. У него хроматические аберрации просто минимальные. Иногда там какая-то циановая кайма появляется на заднем плане, но крайне редко. Фокусируется он очень бодро и бесшумно, потому что у него линейный мотор. Ну и специально для любителей воздушности и пластичности. Кроме портретиков, которые я снимал на f4, все остальное я снимал на закрытой диафрагме, начиная от f8, заканчивая f16. Ну, раз мы тут уже начали упоминать автофокус, давайте сразу я развею миф про то, что здесь фокус прямо волшебный, какой-то обалденный и очень хороший. Естественно, все-таки это средний формат, и нужно понимать, что он не так хорош, как на полном кадре будет. Ну, если сравнивать его с другими камерами, которые существуют на рынке, не среднеформатными, естественно, он посредственный. Но следящий фокус у этой камеры все же работающий, и я решил его потестировать. Поэтому взял красивую девушку со скейтом, и мы пошли снимать. Ну и следящий фокус, ее движение в принципе способен отслеживать. Он действительно выделяет ее зелеными квадратиками, прям-таки изо всех сил следит. К этому вопросов никаких нет, но все-таки блок линз достаточно тяжелый, и он не успевает за ней, если она особенно движется от меня или ко мне. Если движется как-то с одной стороны кадра в другую, то да, тут уже фокус немножко получше себя чувствует. Правда, лицо и глаза он с относительно близкого расстояния все же распознавать начинает. Ну и если объект съемки движется хотя бы чуть-чуть быстрее, чем черепаха, то промах тебе уже обеспечен. Видно, в принципе, что фокус старается, но уследить он может только если объект движется, ну, прям очень медленно. Иногда у следящего фокуса бывают тупники, даже когда модель абсолютно неподвижно стоит, он может внезапно взять и прыгнуть на задний план. Если же модель к тебе не повернута лицом фронтально, то он запросто может потерять глаза и переключиться, например, фокусироваться на ухо. То есть человек слегка поворачивает голову, и уже все, глаза он потерял. Иногда бывают еще смешные казусы, когда он глаза все-таки не теряет, но очень усердно старается сфокусироваться на задний глаз, а не тот, который ближе к тебе, если человек в 3/4 повернут. Но такие вот тупники и глупости, они в принципе присущи и X-T3, и X-T4. Ну, а у них качество фокусировки вообще не дотягивает ни до Sony, ни до Canon, как до лидеров по части как раз фокуса автоматического. Но я напомню, что все-таки тестируем мы сегодня средний формат, и сравнивать его с полнокадровыми или APS-C какими-то камерами, ну, это крайне некорректно. К тому же он частенько ловит довольно неожиданно какие-то вещи, которые двигаются. Я вот снял, например, человека, качающегося на качели, он качнулся, вышел из кадра, а потом качнулся, вошел в кадр, и у меня автофокус практически мгновенно его схватил и очень четко попал ему в лицо. Так что, если говорить конкретно про средний формат, то среди всех камер среднего формата у этой камеры вообще нет конкурентов по качеству автоматической фокусировки и тем более следящей. Это тупо лучший автофокус, который есть у средних форматов на текущий момент, пожалуй. Ну и если уже выключить следящий фокус и переключиться на одиночную фокусировку, то камера фокусируется просто таки мгновенно, вообще ничем не уступает вообще любой другой камере, которая существует на свете. Пока у фуджиков в среднем формате был только контрастный фокус, естественно, очень сильно угнетали вот эти вот дурацкие прогоны линз туда-сюда, их крайняя неточность этой фокусировки. Это было действительно присуще предыдущим камерам, у этой такой проблемы нет.
Конечно, на такую крупную камеру довольно тяжеловато снимать стрит, например, какой-нибудь внезапный, или тем более от бедра. Ну, я попытался, у меня, конечно же, очень много брака получилось, много кадров и фокусировка промахивалась, и я просто каким-то образом смаз вызывал. Ну, все-таки камера крупная, я ее держал одной рукой, как бы невзначай снимая, и, естественно, у меня частенько получались смазы. Но если снимать что-то не на ходу, не на бегу, не пытаться снимать от бедра, а как-то чуть более расслабленно, спокойно, то можно добиться вполне нормальных результатов. Тем более, что для такой огромной камеры у нее просто невероятно тихий затвор. У некоторых APS-C камер затвор хлопает гораздо громче. То есть здесь действительно очень тихое, мягонькое такое срабатывание затвора. При этом затвор, кстати говоря, отделен по сути от всей камеры. Он такой висит тоже на подвесе, так же как и матрица, которая висит на стабилизаторе. Правда, сразу отмечу, что скин-тона у камеры просто чудовищные, так как здесь стоит такая типичная соневская матрица, которую никто не потрудился немножко отрегулировать. Чаще всего скин-тон какой-то розовый, кожа у людей, как у поросяточек. При этом баланс белого иногда может выдавать вообще такие фортеля, что у модели при съемке может оказаться темным зеленым лицом. Я даже специально скрин сделал при редактировании, как выглядит до и после. Ну и сейчас еще примеры покажу вот этой же фотографии, чуть более крупно. Ну это просто жесть, я вам скажу, но, к слову, это крайне редко происходит. Чаще всего баланс белого все-таки нормальный. В целом, да, случайных людей снимать можно, но, конечно, тебе придется потратить какое-то время на доработку этих фотографий уже на этапе редактирования, так как все же автоматический баланс белого очень странные вещи иногда творит. Ну и да, традиционно для соневских сенсоров тут происходит какая-то непонятная нелюбовь к теплым тонам и внезапная любовь к холодным тонам. Про вот такую вот странную цветопередачу я уже рассказывал в своем обзоре на Leica SL. Посмотрите тут по ссылке в уголке, если еще не посмотрели. Ну а здесь теплые тона как бы приглушены, а какие-нибудь синие и фиолетовые, наоборот, почему-то усилены. И вот сейчас, наверное, должны выскочить какие-то любители JPEG-ов, которые мне возразят, скажут: но зачем ты снимаешь в RAW и мучаешься и ковыряешь эти файлы, если у камеры есть отличные симуляции пленок. Ну вот, пожалуйста, для вас несколько вариантов с разными пресетами, вот этими пленочными, где ребята вот на этой фотке сидят, отдыхают, которые только что стригли газон. В принципе, да, эти JPEG достаточно неплохо выглядят, тут я согласен, но все-таки я натурал, поэтому снимаю в RAW и редактирую фотографии самостоятельно, а не доверяю этого камере. Еще парочку слов, пожалуй, нужно сказать про муар, так как здесь не X-Trans матрица, естественно, а обычная байеровская. Можно было бы предположить, что с такой-то плотностью пикселов здесь вообще вся картинка состоит из муара, но нет, с помощью формы микролинз и мощных процессоров современные производители прекрасно справляются с муаром и без каких-то других изощрений. X-Trans вообще в целом не особо-то нужен. Ну и муар я смог получить только на одной картинке, но для этого мне прям-таки пришлось постараться. Ну а что тут по динамическому диапазону у этой камеры? Да, в принципе, тоже все отлично. Он здесь вполне на уровне, я думаю, что Sony A7R4 или, допустим, той же X-T4. Смещен динамический диапазон довольно сильно в сторону теней, то есть на низких ISO тени тянутся просто-таки отлично, прям вообще без каких-либо артефактов или сильной деградации цветов. Но вот цвета вообще почти не тянутся. Детали из цветов довольно сложно вытянуть, особенно если включаешь сжатые 14-битные равы, там динамический диапазон вообще скукоживается. Уличные снимки я снимал в основном в 14 бит без сжатия, ну хотя бы чтобы немножко сэкономить место на карточках. Да, именно так, во множественном числе на карточках, потому что здесь
плюс-минус средний файл весит от 100 до 200 мегабайт, и карточки памяти улетают просто таки мгновенно, если ты активно снимаешь. 16-битные RAW без сжатия я использовал только когда уже снимал бьютики в студии. И вот тут камера раскрывается по-настоящему с хорошей стороны. Если тебе необходимо сделать какое-то большое рекламное фото в студии, то камера это подходит вообще более чем. Единственное, что скорость синхронизации здесь ограничена тем, что в камере шторно-щелевой затвор, но в большинстве ситуаций это достаточно терпимый компромисс. Оптика зато дешевле, чем у Hasselblad намного. Ну и, кстати говоря, через переходник, например, можно поставить сюда от того же Hassel'а оптику, если захочется. Ну и на вот этот Fujifilm'овский EGF байонет существуют переходники и для того, чтобы объективы ставить от полного кадра. Многие полнокадровые объективы прекрасно покрывают и разрешают эти камеры. Ну и опять отвлекся, вернемся к бьютикам, рекламе и фэшну. Для этих целей камера просто идеальна, потому что снимки потом можно распечатать просто огромные. Единственное, что убивало меня в такой детализации, это то, что каждый снимок мне приходилось по 5-6 часов обрабатывать, потому что слишком уж большое количество деталей, а я привык все делать сам и своими ручками. Ретушеров я, конечно, нанять не могу, потому что нищий. Звучит это оправдание, конечно, смешно в обзоре на камеру за 10к долларов, но я напомню, что все-таки она не моя, это мне подписчик дал поиграться. А еще камера оказалась очень хороша в съемке такого около макро и каких-то небольших деталей. Даже с этим совсем не макростеклом у меня получалось сфокусироваться достаточно близко и получить интересные снимки каких-нибудь небольших маленьких каких-то штучек. Естественно, крайне богатая на детали картинка получается при подобной съемке. И, соответственно, я считаю, что камера отлично подходит также и для предметной съемки, там как раз где высокая детализация крайне важна. Неудивительно, что в системе GFX макролинза появилась гораздо раньше даже, чем портретная. Плюс ко всему, традиционно Fujifilm поддерживает свои камеры достаточно долго, да вообще, наверное, в принципе, может бесконечно поддерживать. Для той же X-Pro 1 в прошлом году выходила прошивка, хотя камере уже миллион лет. Также в свежих прошивках для GFX 100 фуджики постоянно что-то улучшают или добавляют. Вот, например, в той прошивке, которая на текущий момент у меня была установлена, когда я делал этот обзор, имеется, например, Pixel Shift. То есть камера делает 16 снимков на субпиксельном уровне, сдвигая матрицу, а потом ты выгружаешь эти снимки на компьютер и в программе Pixel Shift Combiner их уже объединяешь. После этого у тебя на выходе получается 400 мегапиксельное изображение. Такая сверхдетализация, честно говоря, мне не особо нужна, и мне было лень протестировать ее, уж извините. Но я видел примеры, которые выкладывали другие фотографы, и результат действительно очень впечатляющий. А мы, кстати, не поговорили еще про шумы на высоких ISO и про стабилизатор у камеры. И если картинку неправильно проэкспонировать, конечно, даже на ISO 1600 будет полное говнище. Вот здесь я с экспозицией, конечно, промахнулся, пришлось тени слишком сильно вытягивать на ISO 1600, и пол, например, на этой картинке, который был как раз затенен, превратился в полный вообще мусор, там детали были съедены. Но если экспонирование снимка произведено корректно, то и на ISO 6400 в принципе все выглядит достаточно прилично. Примерно на таком же уровне шумит и камера X-T4 от Fujifilm. Ну, то есть шумы здесь соответствуют тем, которые имеются на APS-C флагмане от этой компании. В принципе, примерно как раз-таки вот эта матрица 33 на 44 мм, она равна условно 4 матрицам от X-T4. Да и даже по плотности пикселов они примерно одинаково будут, потому что там 26 мегапикселов на маленькой матрице, а тут 102 на относительно крупной. Но если хочется быть увереннее в конечном качестве снимков, то можно, конечно, ISO не задирать, а увеличивать выдержку. У камеры установлен вообще-то отличный стабилизатор. Ну, сколько стопов экспозиции он компенсирует, я так навскидку не берусь сказать, но я мог спокойно снимать в ночи какие-нибудь снимки, не повышая ISO выше ISO 500. Для ночной съемки камера, в общем-то, вполне себе пригодна. Как, естественно, и для пейзажной съемки,
Вообще пейзажисты, которым нужна какая-нибудь печать крупного формата или высокая детализация, вообще стоять должны в очередь за этой камерой, потому что в пейзаже у тебя нет проблем там со скинтоном, ты цвета каких-нибудь цветочков или деревьев или гор можешь накрутить уже как хочешь, у тебя все остальное не поплывет. Еще мне понравилось фотографировать какие-то небольшие архитектурные зарисовки, такие, ну, они достаточно лаконичные. В принципе, я думаю, что 102 мегапикселя для них не являются необходимостью. Ну и, конечно же, я не мог удержаться от того, чтобы на 102 мегапиксельную камеру снять обычного уличного котика. Естественно, не просто так, я хотел посмотреть, как шерстка будет передана, не появится ли на ней муар. Также я посмотрел, как шерсть передается на вот этом примере, где лошадка достаточно измученная на Дворцовой площади. Ну что можно по итогу сказать? Я изначально был очень скептично настроен по отношению к этой камере, но, как выяснилось, она имеет достаточно широкий спектр применения и, в общем-то, не так плоха, как можно было бы предположить. Пожалуй, самым большим минусом для меня стали ее вес и габариты, потому что я просто физически устал ее носить. Она просто жесть, насколько тяжелая, я замучился ее носить. При этом у нее достаточно противное покрытие, вот это прорезиненное, такое шершавое. Мне рукам было неприятно за него держаться, ну и они еще при этом сильно потели из-за того, что, в принципе, сейчас тепло и, ну, короче, отстойный материал. Довольно глупый и нерасторопный автоматический следящий фокус я, пожалуй, отнесу тоже к минусам, хотя это скорее придирка, потому что если сравнивать с другими среднеформатными камерами, то у них следящего фокуса или просто нет, или он вообще полное дерьмо по сравнению с этой камерой. Ну а по качеству картинки достаточно серьезным минусом я все-таки считаю довольно фиговый баланс белого, особенно в части человеческой кожи, потому что, ну, блин, он реально как будто живет своей какой-то жизнью и частенько чудит. Но если вы серьезный фотограф, который, в принципе, способен себе позволить покупку такой камеры, то вы, допустим, берете ее для съемки пейзажа, рекламы, какого-нибудь фэшена, то за вас ретушер накрутит уже цвета, как вам самим захочется, вам не придется тратить на это время. Мне лично такая камера нафиг не сдалась, я крупным форматом ничего не собираюсь печатать, а для соцсетей, в которые я обычно вываливаю фотки, мне и 10-12 мегапикселей хватает. Вообще оптимальным разрешением для камеры я сейчас считаю где-то 20-30 мегапикселов, это вот такое хорошее среднее значение, которого достаточно практически для любых целей. В большинстве моих задач больше просто нет необходимости. Хотя, конечно, 102 мегапикселя дают большую волю для того, чтобы кропать картинку и для того, чтобы разглядывать детали. В обобщенном виде это просто обычная фотка Исаакиевского собора вечером. Но можно так приблизить, что будут видны выражения лиц людей, которые сидят на газоне. И картинки можно очень смело кропать. К тому же тут формат изображения не 3:2, а мои любимые 4:3. Они, в общем-то, тяготят вообще к квадратности. И я вспоминаю, естественно, пленочные средние форматы, которыми я, конечно же, пользовался, у которых кадр был 6:6. И я частенько из этой камеры оквадрачивал снимки. Еще не так давно была выпущена свежая камера Fujifilm GFX 100S. В ней были сохранены все положительные качества от этой камеры, но при этом вес и габариты значительно были уменьшены. Да и цена у нее стала равняться, ну, практически такой же, как у какого-нибудь топового полного кадра. Так что если у вас водится баблишко, и вам, в принципе, оказалось важнее то, что хорошее я озвучил сейчас про GFX 100, чем, ну, плохие какие-то вещи, то вы можете смело, идти и покупать ее. К тому же у нее еще и автофокус стал чуть получше. Ну, хотя они сейчас в прошивке 4.0 и у GFX 100 обычной улучшили фокусировку. В конечном счете камера мне скорее все-таки понравилась, чем не понравилась. Хотя, даже если бы я был сказочно богат, я бы ее себе не купил. Ну, мне она просто не нужна. Хотя поиграться с ней, в общем-то, было классно. Если обзор вам понравился, поставьте лайк и поделитесь этим видео со своими друзьями. Если же хотите рассказать мне про воздушность и пластичность картинки, то добро пожаловать в комментарии. Я всегда готов ответить на любую чепуху. Всего хорошего и до новых встреч. Пока.